Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в новом влоге. Начинаю его с завтрака. У меня домашний йогурт, рецепт которого вы можете найти у меня на канале, который можно приготовить вообще без машинки для йогурта, а при помощи только одной кастрюльки. Поэтому загляните и обязательно приготовьте такой йогурт. Также здесь апельсины, орехи, отруби и овсяные, и кукурузные хлопья. Очень вкусно и полезно. И также в этом влоге я покажу вам, как приготовить вкуснейшую польскую шарлотку с яблоками. Это невероятно вкусно, поэтому смотрите и делайте. Итак, открываем сезон березового сока. Пригрело солнышко и нужно спешить, чтобы успеть насладиться этим полезным напитком. Показываю, как мы это делаем. Вот так муж сверлит дырочку в березе до такой соответствующей глубины. И сейчас покажем, как мы это делаем. У него такое приспособление, от ремонтов у нас осталось вот такой вот желобок, и муж его приспособил для того, чтобы потом собирать березовый сок. Под эту дырочку, которую он просверлил, видите, он вбивает молоточком этот желобок, и сейчас из него будет капать сок в баночку. Мы так делаем уже не первый год, и у нас как бы уже такой способ проверенный. Наверное, будет неплохо. Вот я ставлю банку под дерево, обязательно марлечку с резинкой, чтобы сок у нас был чистый. Потому что очень много муравьев и разных букашек на сладенький сок приползает, и потом уже невозможно это пить. А так сок получается чистый. И вот первые капельки сока уже капают в баночку. Вот уже, наверное, первый литр накапал. Вуаля! Первый сок в этом году. Чистый, свежий, только что с дерева. Вкуснотища. Ну вот уже мой любчик, любысток, пробивается из-под земли. Еще немножко и уже будет свежие листики для супа. Хотя у меня еще много осталось с прошлого года сушеных. Но вот уже идет новое поколение. Подрастает щавель. Скоро уже можно будет варить зеленый борщ. Еще чуть-чуть. Ну вот будем сажать новое деревце, новую яблоню. Готовим место. Земля у нас, видите, какая не очень, поэтому надо тут дать хорошей земли. Не хватило, придется покупать еще, потому ждем. Сейчас удобрение насыпем сюда, чтобы оно немножко тут растворилось. Куплю новую землю, тогда деревце будем садить. Вот такое я купила. Шампион. Неплохие яблоки. Вот такие сладкие, красные. Почему хотим новое дерево? Вот сейчас вам расскажу. Вот это наши яблони, им уже по 20 с лишним лет. Но они карловатые, вот такие. Вот еще одна яблонька. И вот они за 20 с лишним лет, вот такие вот они. И уже начинают вырождаться. Вот уже, и пока она еще что-то плодоносит, пусть растет. Но мы уже садим новое деревце. Пусть оно приживется, начнет уже развиваться, чтобы мы опять не ждали 10 лет на новые яблочки. Так что, когда это вырастет немножко, тогда мы эту яблоню, если она еще доживет до этого времени, срежем и освободим место. Недовольная этими маленькими яблонями, этими карловыми деревьями, мы думали, что это будет так хорошо, но, к сожалению, не очень. Мы думали, будет большое дерево,
будут яблоки везде сыпаться, и так не очень, обрезать туда-сюда, что будет легче с таким деревом, но, к сожалению, мы недовольны. Посмотрим, как это будет. Да и сейчас мы пересматривали сорта. Мне кажется, уже невозможно купить такие высокие деревья. Потихоньку приводим в порядок сад. Вот сегодня мы работали вокруг этой яблони. Все здесь вскопали, почистили, выбрали листья и самое главное желуди, которые у нас падают от соседа и прорастают. Сегодня, как и обещала, покажу вам, как приготовить вот такую вкуснейшую, нежнейшую шарлотку. Если вы раз сделаете, то не пожалеете. Это очень и очень вкусно и совершенно несложно. Поэтому смотрите и делайте. Итак, первый этап. 2 стакана муки высшего сорта и 2 стакана муки, в Польше он называется крупчатка, то есть такая более мука, как сказать, не то что грубого помола, а в такие маленькие кружочки. Сейчас я вам покажу пакетик. Вот так она выглядит в Польше. Конечно же, есть разные фирмы, но вот написано крупчатка. Вот такая мука. И покажу вам на пакетике тип 500. Так что можете поискать у себя, но скажу вам, что если не будет такой муки, можете взять 2 стакана высшего сорта, 2 стакана, может, муки другого сорта. Не будет такого, возможно, эффекта теста, но тоже будет вкусно. Если нет, то можете попробовать и так. Но я делаю по классическому польскому рецепту, как сказано. И если вы в Польше, поищите такую, если нет, попробуйте найти аналог. Сейчас в эту муку я добавлю все остальные ингредиенты, то есть масло или маргарин, сметану, сахар, разрыхлитель, яйца. И буду замешивать однородное тесто, которое отправлю в холодильник на 2 часа. Или же в морозильную камеру, можно там подержать короче, чтобы это тесто хорошо охладилось. Я добавила масло и вот так теперь муку секу вместе с ним на мелкие кусочки. Вот сейчас буду добавлять другие ингредиенты. Ну вот, теперь я добавила 2 яйца, 3 ложки густой сметаны, ложечку разрыхлителя, стакан сахара. По рецепту стакан сахара. Я лично добавляю всегда сахара в выпечку меньше. По рецепту стакан, так что решайте, как вам нравится больше. Я мало сладкая. Сейчас я буду это все замешивать в однородное тесто. Вот я замесила тесто и поделила его вот так не на ровные части, потому что я буду его раскатывать для формы и буду из одного делать дно и бортики сразу, а вторым только прикрывать. Поэтому я себе уже разрезала и сделала такую форму. И сейчас отправлю это все в холодильник на 2 часа. А форму сделала для того, чтобы мне было легче потом раскатывать прямоугольники. Вытаскиваю охлажденное тесто и сейчас буду раскатывать для формы. Вот так я раскатала и теперь сделала бортики. Нужно их сделать немножко выше, потому что начинки будет больше. Поэтому я вот так вот буду разминать и увеличивать бортики. Можно даже добавить немножко теста. Здесь у меня яблочное пюре, которое я готовила еще с осени из своих яблок. Но вы можете взять свежие яблоки и сделать пюре на сковородке, если у вас таких нету. Я выложила яблоки на противень, добавила сюда корицу, добавила сахар и также манную крупу. Вот так я посыпаю и теперь сверху слой теста. И обязательно нужно это тесто вилочкой проколоть, чтобы оно не вздувалось во время выпечки. Можно также смазать яйцом, если вы этого хотите. Вот таким золотистым я его вытащила из духовочки.
И лучше всего, чтобы он так постоял дня 2. Тогда пропитается и будет очень мягким. Поэтому я оставляю его пропитываться на 2 дня. Вуаля, получилась вот такая шарлотка. Чем она дольше стоит, тем она вкуснее. Поэтому не режьте ее сразу после выпечки, а лучше всего день-два, чтобы она постояла. Надеюсь, видео вам понравилось. Поддержите меня пальчиком вверх и до новых встреч. Пока-пока.